Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. На Кловели-Бич в восточном пригороде Сиднея был пасмурный день. Небо представляло собой серую завесу, а моросящий дождь превратился в затяжной ливень. «Я думаю, что это мир плачет», — говорит Мэрилин Симс, стоя рядом со своим мужем Грегом. Их эмоции ощутимы, но их степень трудно постичь. Всего за 24 часа до этого семья Симс была ошеломлена, когда судья подтвердил то, что они так давно подозревали, что сестра Грега, Линет Доусон, исчезнувшая 40 лет назад без вести, была убита. Линет Симс и Крис Доусон, обоим по 16 лет, познакомились на школьном мероприятии в 1965 году. Они поженились в 1970 году в церкви Святого Иуды в Рандвике, в Сиднее, и позже у них родилось двое дочерей – Шанель и Шерин. В 1975-м, продав свой дом в Кромере на севере Сиднея, Крис и Линет Доусон купили свободную землю по адресу Гилвинга Драйв 2, Бэйвью. Они заплатили $31 тысячу за землю и $70 тысяч за строительство того, что стало их семейным домом. В период с 1972 по 1976 год Крис и его идентичный брат-близнец Пол играли в профессиональный футбол лиги регби за команду Ньютаун Джетс. В 1975 году братья Доусон и их супруги появились в документальной программе канала ABC «Шахматная доска», чтобы обсудить, как тесная связь близнецов повлияла на их жизнь. После окончания карьеры в регби братья Доусон нашли работу учителями физкультуры, а Крис работал в средней школе Кромера недалеко от Сиднея. Линет Доусон обожала двух своих маленьких девочек. Она и ее муж в течение многих лет безуспешно пытались зачать их и предпринимали шаги к усыновлению, когда она, наконец, забеременела после акушерской операции. Они вырастили свою семью на северных пляжах Сиднея, где Лин работала приданной медсестрой и работником по уходу за детьми. Утверждается, что и Крис, и его брат Пол регулярно вступали в незаконные сексуальные связи с ученицами своих школ. Крис проявил большой интерес к студентке Джоан Кёртис, подростку с трудным прошлым. Крис заметил ее, когда она училась в 10 классе, и изменил список, чтобы стать ее учителем. Доусон начал преследовать Джейси в последние годы средней школы, оставляя в ее портфеле записки с признаниями в любви. Он называл ее лепестком и красивой малышкой и подписывал свои любовные записки Богом. Он много раз предлагал ей жениться, будучи в браке с Лин. На протяжении 1980 года у Джейси, так ее называли позже в суде, была непростая семейная жизнь. Крис стал ее другом и доверенным лицом. Она обращалась к нему за советами, а позже стала няней пары. Крис убедил Линет позволить ей переехать к ним в качестве няни, якобы для того, чтобы вытащить ее из жестокой среды. В 1981 году Линет начала работать неполный рабочий день в детском центре в Уоривуде. Она рассказывала об этом своей подруге с работы Анне Грентон, что Крис жестоко относился к ней и однажды потянул ее за волосы и толкнул в грязь возле бассейна. Она задыхалась в этих отношениях. Лин также была сильно расстроена присутствием Джейси. У них с Доусоном был роман, и они занимались сексом ночью после того, как Лин засыпала. Джейси ушла из их дома после того, как Лин, столкнувшись с ней, сказала: «Вы позволяете себе вольности с моим мужем». Это был последний раз, когда она видела Лин. Примерно в это же время соседка Джули Эндрю, посмотрев через забор, увидела, как Лин и Крис ссорятся.
Крис тряс жену за плечи, а Лин сжимала одну из своих дочерей. Позже она рассказывала Джули, что ссора была из-за присутствия Джейси в доме. Крису сделали операцию на носу, и он сказал Лин, что не хочет, чтобы она навещала его в больнице. Мать Лин, Хелена, решила навестить зятя и увидела Джейси, сидящую рядом с ним на постели. Когда Джейси пришлось уехать из дома Доусонов после стычки с Линет, она переехала в дом брата-близнеца Криса, Пола, расположенного через несколько домов. Джейси поделилась, что хорошо относилась к Линет, но Крис общался со своей женой жестоко. В декабре 1981 года Крис внес залог в размере $500 за квартиру в Мэнли, чтобы поселиться там вместе с Джейси, и позвонил своему брату-адвокату Питеру, чтобы попросить юридическую консультацию относительно дома в Бэйвью и развода. Питер сказал Крису, что он понесет финансовые потери, если уедет с любовницей. Примерно за неделю до Рождества подруга Лин видела ее в последний раз, и у нее были синяки на руке и бедре. Лин умоляла женщин из ее теннисной группы прийти к ней домой, но они не могли, потому что были заняты. 23 декабря 1981 года Лин ждала, пока Крис заберет ее с работы, но он так и не появился. Она поехала на такси домой и нашла прощальную записку от Криса, в которой он просил ее не рисовать детям слишком мрачную картину. Лин была приглашена в дом своего брата и сестры на Рождество, но предпочла остаться дома, чтобы посмотреть, вернется ли ее муж. Крис и Джейси собрали свои вещи в его машину и отправились в Квинсленд в надежде начать новую жизнь. Они добрались до Мурвилумбы на границе Нового Южного Уэльса с Квинслендом, однако развернулись перед границей, поскольку Джейси начала чувствовать себя плохо. Она изменила свое мнение по поводу переезда. Рождественским утром пара вернулась в Сидней и направилась в дом Пола и Мэрилин, которые не сказали Лин, что Крис вернулся. Крис и Джейси ходили в среднюю школу, где преподавал Пол, и спали в спортзале. 26 декабря Крис вернулся в Бэйвью, а Джейси поехала в дом своей матери и столкнулась со своим жестоким отчимом. Крис забрал ее и отвез к сестре, где она осталась на неделю. Крис навещал ее большую часть дней. 31 декабря Лин планировала посетить новогоднюю вечеринку на яхте в Питуотере. Лин предлагала пойти всей семьей, но Крис отказался. Вместо вечеринки он провел с Джейси ночь в своей машине. 1 января Лин и ее дочери уехали к родителям Лин в Кловеле. Джейси решила съездить в Southwest Rocks, чтобы отдохнуть с друзьями и семьей, а также в поход, чтобы отпраздновать окончание 12 класса. Крис умолял ее звонить ему каждый день. Он сказал ей: «Лин ушла, она не вернется. Приходи и помоги мне присмотреть за детьми и будь со мной». Он приехал и забрал ее. Вскоре Лин и девочки вернулись в Бэйвью. 4 января брат Криса, Пол, его жена и дочери покинули Сидней и отправились в отпуск на центральное побережье. Примерно в это же время коллеги Лин заметили еще больше синяков на ней. Она сказала им, что они с Крисом собираются посетить консультацию по вопросам брака. Крис и Линет посетили эту консультацию, после чего вечером того же дня Линет поговорила по телефону со своей матерью Хеленой после того, как Крис не хотел давать ей трубку. Это был последний раз, когда она разговаривала с семьей. Она рассказала, что консультация прошла хорошо, и добавила: «Все наладится». Лин планировала встретиться со своей семьей и матерью в банях Нортбриджа на следующий день, но так и не приехала. 9 января, по словам господина Доусона, Лин проснулась рано, чтобы постирать вещи и приготовить обед для дочерей. Он утверждал, что накануне вечером она была расстроена, но извинилась за срыв и стала более спокойной. Он сказал, что отвез свою жену на автобусную остановку Монавейл, чтобы она могла пойти за покупками. Он взял дочерей купаться в бане Нортбриджа, где Лин должна была встретиться со всеми позже в тот же день. Хелена Симс вспоминает, что Крис был взволнован, когда приехал, и спросил, связывалась ли с ней Лин. По словам господина Доусона, позже она позвонила ему и сказала, что ей нужно отдохнуть. Он попросил друга отвезти Хелену и двух его дочерей к ней домой на востоке Сиднея. На следующий день Крис просил Джейси переехать к нему. Крис утверждал, что Лин снова позвонила ему и сказала, что ей нужно больше времени, чтобы все обдумать.
Он связался с ее местом работы и сообщил, что она уедет на неделю, так как заболела. 12 января в выписке по банковской карте Линет Доусон указаны две покупки. Одна 12 января, а другая 27 января. Однако неясно, когда были сделаны эти покупки. Крис сказал, что в последний раз разговаривал с женой по телефону 16 января. Примерно в середине января Джейси окончательно переехала на Гилвинг Драйв 2 и спала в супружеской постели Доусонов. 18 февраля Крис подал заявление о пропаже человека в местном полицейском участке Монавейл после того, как мать Лин умоляла его сделать это. Прошло 6 недель с тех пор, как она исчезла, и Крис сообщил полиции, что она ушла по собственному желанию. Он добавил, что не беспокоится о ее благополучии. Крис сообщил полиции, что в последний раз видел Линет 9 января, когда подвез ее до автобусной остановки, и несколько раз разговаривал с ней по телефону. 27 марта Крис разместил в The Daily Telegraph объявление со словами: «Лин, я люблю тебя. Мы все скучаем по тебе. Пожалуйста, позвони. Мы хотим, чтобы ты была дома. Крис». Когда Лин впервые пропала, расследование практически не проводилось. По сути, оно состояло только из раздаточного материала на одну страницу, видеомагнитофона и 3 кассет с единственным интервью с ее мужем Крисом. Барбара Круз, владелица детского сада, где Лин работала медсестрой, считала, что полиция была ослеплена личностью Доусона. «Он был первоклассным футболистом», — говорила Барбара. «Он снимался в телевизионной рекламе, он был учителем в местном сообществе, и из-за его спортивных способностей или футбольного мастерства, я думаю, ему и поверили». В течение апреля 1982 года сообщалось о некоторых наблюдениях Лин, но не было никаких доказательств. Уже в августе Крис обратился в полицию, чтобы добиться постановления суда о расторжении его брака с Линет на основании отказа от него. Он утверждал, что он несчастный, брошенный муж, который пытался найти свою жену. Он сообщил полиции, что у пары возникли семейные трудности из-за банковских расходов Лин. Бракоразводный процесс был организован через 2 месяца. Ему было передано все семейное имущество, включая дом на Гилвинг-драйв, а также опека над детьми. В октябре Крис отвез вещи своей пропавшей жены в мешках для мусора в дом ее матери, включая документы по проверке продаж дома в Бэйвью, которая показала, что она не давала согласия на продажу собственности в декабре до своего исчезновения. В 1983 году Крис попросил юридическую консультацию своего друга-адвоката Джеффа Линдена. Чтобы завершить развод, было оформлено ходатайство об урегулировании имущественного спора, утверждая, что Лин покинула семейный дом. Семья и друзья Криса и Линет отправились в Бэйвью, чтобы навестить несчастного мужа, и по приезде заметили, что Джейси носит кольца Лин. В январе 1984 года Крис и Джейси поженились и позже в том же году переехали в Голд-Кост. Крис изменил размер колец Лин для Джейси. На протяжении 1984 года Крис добивался перевода всех активов Лин, включая ее долю в доме в Бэйвью, на свое имя, и продал дом. В январе 1985 года Джейси и Крис построили дом рядом с его братом Полом и его женой Мэрилин. Джейси родила дочь, а Крис устроился на работу в школу Кибра-Парк, а затем переехал в Кумбабу, где преподавал его брат. Подруга Лин, Сью Страт, писала в офис омбудсмена Нового Южного Уэльса с просьбой вмешаться в ситуацию, которая, по ее мнению, является бездействием полиции. Старшие полицейские утверждали, что не было ничего, что указывало бы на нечестную игру или подозрения. С 1990 года отношения Криса и Джейси начали портиться после рождения дочери. Она утверждала, что он контролировал ее и не давал ей свободы. Позже Джейси сказала, что не осознавала, что ее ситуация ненормальна, пока не пообщалась с другими матерями. Примерно в 1988 году новые владельцы дома Бэйвью на Гилвинг-драйв посетили адвоката Джеффа Линдена по другому поводу. Разговор зашел об исчезновении Линет Доусон. Господину Линдену сообщили, что Крис Доусон недавно посетил дом и спросил, где на участке копает новый владелец. Полицию о разговоре никто не сообщил. Джефф Линден нашел такой разговор пугающим. В 1990 году Джейси и Крис Доусон расстались. Она вернулась в Сидней с их дочерью и связалась с семьей Лин и полицией, предоставив им информацию о ее неудачном браке.
Джейси решила начать бракоразводный процесс. После расставания она поделилась со своей знакомой мыслями о том, что считает, что это Крис убил свою жену. Полиция проводила обследование территории Бэйвью с помощью георадара, но никаких раскопок не осуществлялось. Они исследовали территорию вокруг бассейна, но ничего не обнаружили. 17 мая 1990 года Джейси подала заявление в полицию, в котором выдвинула несколько серьезных обвинений. 15 января 1991 года Крис Доусон был допрошен полицией в участке Бинли в Квинсленде после того, как дело Лин Доусон было вновь открыто. Старшего офицера полиции Пола Халма попросил расследовать это дело друг его жены, который также дружил с Лин и связался с омбудсменом в 1985 году. Выяснилось, что материалы дела Лин были почти пусты. В 1998 году полиция возобновила расследование исчезновения Линет Доусон. Расследование возглавил детектив-сержант Дэмиан Лун. В 1999-м телефоны Пола и Криса поставили на прослушку, но братья никогда не упоминали ни о Лин, ни о полицейском расследовании. Пола и Мэрилин допросила полиция. Пол сказал, что он и его семья были в отпуске во время исчезновения Лин. Он утверждал, что она могла сбежать с религиозной группой. Пол сообщил полиции, что он не знал, что Джейси была с Крисом, когда они ездили в Квинсленд в 1981 году. Но Мэрилин призналась, что помнит, что они остались в своем доме, когда вернулись. Она также призналась, что не рассказала об этом Лин, но утверждала, что Лин предоставила возможность ее мужу и няне быть вместе. Мэрилин уверяла, что Лин не боролась за свой брак с Крисом. Крис отказался от допроса. В январе 2000 года полиция проводила ограниченные раскопки на небольшой территории вокруг бассейна в доме Бэйвью. Были найдены женский розовый кардиган и контейнер для снастей сроком годности 1981 года. Кардиган был разорван на части и имел порезы. К исчезновению Лин его не относили. В феврале 2001 года проведено первое коронерное расследование исчезновения Линет Доусон. Заместитель коронера штата Ян Стивенсон заявил, что Линет была убита кем-то, кого она знала, и рекомендовал предъявить обвинение. Генеральный прокурор выдвигать обвинения отказался. В феврале 2003 года проводилось второе коронерное расследование, в ходе которого рекомендовалось предъявить обвинение Доусону в течение 5 дней. Но прокуратура снова отказалась, заявляя об отсутствии доказательств. В 2013-м полиция Нового Южного Уэльса объявила вознаграждение в размере $100 тысяч за любую информацию. В 2014-м вознаграждение было увеличено вдвое до $200 тысяч США. В 2015 году стартовало третье полицейское расследование под руководством старшего детектива Дэниела Пула. В сентябре 2018-го полиция начала раскопки на заднем дворе дома по адресу Гилвинг-Драйв 2. Тело они не нашли. Однако расследование дела возобновилось после того, как о нем подробно рассказал австралийский журналист Хидли Томас в своем подкасте Teacher's Pet. Журналист представил новые обстоятельства дела, в частности, доказал, что у Доусона на момент исчезновения жены была любовница. 5 декабря Доусона арестовали в Квинсленде и экстрадировали в Новый Южный Уэльс, где ему было предъявлено обвинение в убийстве. В мае 2022 года начался судебный процесс по делу Криса Доусона в Верховном суде перед судьей Яном Харрисоном. Прямых доказательств вины Доусона найти не удалось, однако судья счел косвенные улики достаточно убедительными. Как следовало из вердикта, Линет Доусон мертва. Она умерла 8 января 1982 года или около того, и она покинула свой дом недобровольно. Лин не была психически неуравновешенной, она обожала своих детей и все еще надеялась на примирение брака, несмотря на отношения Доусона с Джейси. Суд также счел доказанным, что у мужчины ко времени исчезновения жена была любовница. Джейси, которая принимала участие в судебном процессе, сообщила суду, что Доусон в какой-то момент обращался с ней как с заключенной, и со своей рабыней, и сексуальной рабыней. А знакомый Джейси сказал судье, что Доусон контролировал наличные, давая ей деньги только на домашнее хозяйство. Судья не принял вывод защиты о том, что доказательства Джейси были искажены ее разводом с Доусоном. Что касается того, как умерла Лин, Джейси рассказала суду, что Доусон однажды отвез ее в школьной форме по мосту Харбор-Бридж в Сиднее на строительную площадку,
а потом сказал ей, что планировал нанять киллера, чтобы убить свою жену. Когда он вышел, он сказал: «Я заходил туда внутрь, чтобы попросить киллера убить ее, но потом решил, что не смогу этого сделать», — вспоминала на суде Джейси. 30 августа 2022 года судья признал Криса Доусона виновным в убийстве своей жены. 2 декабря 2022 года Доусон был приговорен к 24 годам тюремного заключения без условно-досрочного освобождения. Это был величайший момент для семьи, которая провела последние 4 десятилетия в поисках ответов, будучи уверенной, что Лин никогда бы не оставила 2 маленьких дочерей, которых она так горячо любила. Это была связь, которая оставалась между Лин и ее матерью Хеленой, чье 66-летие Лин планировала отмечать на момент исчезновения. «Я никогда не смогу простить Крису то, как он обращался с Лин, но также и то, как жестоко и бессердечно он относился к нашей расстроенной и скорбящей матери», говорит сестра Лин, Пэт. Семья и близкие друзья Лин были прекрасно осведомлены о легионах людей, которые следили за этой историей в течение многих лет, отчаянно надеясь, что справедливость восторжествует для столь любимой родственницы, которую муж унижал и отвергал еще до того, как он ее убил. Нас утешало то, что ее имя было известно и что гораздо больше людей на самом деле услышали ее историю, говорит брат Грег. Эта история облетела весь мир, и Лин была бы невероятно тронута этим, говорит его жена Мерлин. Друзья, считаете ли вы справедливым такой исход этого уникального дела, прошедшего не через одно поколение? Делитесь, пожалуйста, вашим мнением в комментариях, а также пишите, какие еще дела вы бы хотели видеть изложенными на нашем канале. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.